Бог не на стороне больших батальонов, а на стороне лучших стрелков. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Сегодня карта Imminent Victory, на которой пройдет танковое сражение. На нижней позиции под фиолетовым цветом Team Step, сверху под красным цветом Бойко. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк, те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Ну что же, последний бой в уходящем году пройдет на карте Imminent Victory. Два грозных соперника будут сражаться в танковом мироре, а мы посмотрим, кто же из них покажет победный результат. Перед тем, как начать, я хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом, поблагодарить за подписку, лайки, комментарии и донаты. Спасибо за вашу преданность, веру в меня, за терпение и понимание. С недавних пор активность на моем канале упала, но это по личным причинам. Но, как говорят французы, такова жизнь. Ну, понеслась. Два сапплая, два военных завода и электростанция от верхнего танка. Ну и, как мы видим, все то же самое от нижнего танкиста. Это у нас Team Step, напоминаю. Два сапплая, два военных завода и электростанция. Поехал первый дракон вперед на разведку. Нужно, естественно, смотреть, что же происходит сейчас на центральных позициях, в центральном секторе карты. Напоминаю, что здесь есть ресурсы. Вот они, коробки разбросаны. Есть нефтепереработка, которая даст скидку на юниты, если ее захватить. Пост от Бойки, там ракетчики. Начинается, естественно, перестрелка. Первое соприкосновение состоялось только что. Дракон пытается посту как-то тут противостоять. Бойко маневрирует, пытается также с этим драконом бодаться. Ну а Team Step также не теряет времени, выводит пост и рассаживает ракетчиков в домике. Вот уже, пожалуйста, нижний танк занимает центр. Дракон разжигает, и уже сапплай здесь поставить не получится. Уже дозер не подъедет, потому что попадет под стену огня. По правому флангу также от Бойки идет пост, но есть Гатлинг, есть Батлмастер, должны справляться, в принципе, очень даже легко. Слева также пост подходит, но думаю, что и тут Team Step справится. Здесь также есть Батлмастер и есть Гатлинг. Пост минус, ракетчики также уничтожаются, ну и справа Team Step очень даже легко, на мой взгляд, справляется. Ну и выход в третий ресурсный центр. Конечно же, нужно экономику наращивать. Два военных завода все-таки здесь вовсю спамят. Еще два БМ выходят. Можно, в принципе, в одну общую армию сейчас эти юниты объединять и идти вперед. Бойко тем временем тоже не теряет свое время, и также наступает. Есть домик здесь у Team Step, он заряжен, там сидит ракетчик, но есть дракон от Бойки. Выжигается дом, пехота минусуется. Ну и отступает Team Step. Бойки есть здесь юнит. Да, Team Step пока принимает решение отступить сюда поближе к дому. Бойки здесь уже, мне кажется, здесь ловить-то и нечего. Есть 3 Батлмастера, плюс есть дом, поэтому будут, в принципе, здесь очень легко справляться с юнитами верхнего танкиста. Слева Гатлинг. Есть Батлмастер, пока что дежурят. Ну, было бы неплохо, на самом деле, ракетчика какого-то сюда, в этот домик посадить. Было бы очень даже хорошее прикрытие. Дракон также слева пытается здесь пройти, но есть БМ от нижнего танкиста. Тут настрелил немножко ему, но есть Гатлинг, есть БМ, которые, я думаю, будут прикрывать как раз-таки сейчас дракон. Ну а Team Step пока закрепляется здесь на центре, ставит казарму, думаю, будет спамить пехоту. Выходит в пропаганду, а значит ждем Лотос. Напоминаю, что на этой карте есть 3 нефтяные вышки, которые будут давать хороший буст к экономике. Заходит Гатлинг достаточно близко здесь под сапплай, но я думаю, что ничего не получится этим Гатлингом здесь сделать. Здесь есть у Team Step Батлмастер, и Гатлинг уничтожается. Также здесь была перестрелка, дракон минус. БМ перестреливается с БМом Team Step, и БМ Team Step уничтожается. Справа также произошло соприкосновение, Бойко отступает, но я думаю, что уже пора давать третий ресурсный центр. Справа БМ и Гатлинг дежурят под вышкой, Team Step на страже, если что, не дать захватить Бойке нефть. Есть также Лотос, также вышел Бойко в пропаганду, ну и думаю, что сейчас будет вышку-то свою захватывать. Team Step также выводит свой Лотос и будет добывать в скором времени нефть. НПЗ пока ничья. Выход третий ресурсный от Бойки. Хорошо, минус БМ Team Step. Бойко гоняется здесь за Гатлингом, но есть подкрепление в виде 3 Батлмастеров от нижнего танка. Также еще один БМ чуть-чуть ниже вот здесь маневрирует. Ну, я думаю, что должны справляться. И начинается перестрелка. Минус 1 БМ. Гатлинг на Гатлинг. Перестреливается. Кто же победит в этом сражении? Побеждает Бойко. Ну, я думаю, что нужно идти в преследование и просто добивать оставшиеся Бойки юниты. Напоминаю, что за убийство БМов идет очень большой буст
к X-поинтам, а соответственно там уже появляются повышения на третьем ранге, нужно быть к этому готовым, ставить командный центр заранее, чем Team Step как раз таки сейчас и занимается, уже начинает постройку своего командника. Левый фланг у Team Step прикрыт, справа также есть пост. Под вышкой здесь, ух ты, Бойко какой наглый, посмотрите, прямо рядом с 3 БМами перехватывает себе вышку. Гатлинг не успел вовремя подойти, можно было отменить, конечно же, этот лотос, но не вышло. Сейчас под контролем Бойки 2 вышки, а у Team Step нефтеперерабатывающий завод, который, напоминаю, дает скидку на юниты, и также есть нефтяная вышка, плюс 3 саплая. Хорошая экономика, у Бойки 3 саплая и 2 вышки. Хорошо, шикарно, я бы сказал, но Team Step, я думаю, что не согласен с захватом вышки справа, просто приводит свой лотос, и вышку себе сейчас перехватит. Экономика у Team Step сейчас будет еще жирнее, ставится казарма. Бойко предпринимает попытку прорыва, но здесь только пехота, оставшаяся армия осталась стоять под саплаем, посадил ракетчиков в домик, и очень даже хорошее прикрытие сейчас ресурсного центра. Стоит дозер, можно поставить бункер, выводится пехота, скорее всего Бойко в будущем именно этим и будет заниматься. Да, устанавливается сейчас бункер, и уже 2 достаточно крепких здания будут стоять на страже этих коробок. Бойко будет спокойно добывать, плюс стоит очень много на самом деле танков, можно укрепить, наверное, даже еще эти позиции, может быть, даже еще сюда какой-нибудь бункер дать, или вот здесь, вот эти позиции как-то, да, вот эти проходы перекрыть, но пока Бойко этим не занимается. Ну, ждем, чем же все-таки закончится. Явно наращивают бойцы свою огневую мощь, возможно, в скором времени мы увидим драку в этом секторе карты за вот эти самые ресурсы. Конечно же, экономику нужно срезать друг другу, ну и смотрите-ка, у Team Step и справа достаточно неплохая армия копится, либо это будет охрана этой самой вышки, либо Team Step просто пойдет на прорыв, а Бойко тем временем выводит Хеликс. Выводит Хеликс, посадил, я так понимаю, уже туда пехоту. Да, конечно, уже Хеликс заряжен, учится бункер выучился, все, Хеликс становится уже боевым. Хорошее оружие в танковом мироре, на самом деле можно БМы крошить как орешки. Ну и полетел Хеликс по левому флангу. Здесь есть Гатлинг, а Гатлинг справа также присутствует. Слушайте, так тут еще и ведь ракетчики в домике сидят. И Хеликс, я так понимаю, сейчас просто попадает в ловушку. Пробил Гатлинг, но все-таки падает. Падает Хеликс, и даже пехоту Бойко не успел высадить, и просто сейчас уничтожается. Это авиация, пехота также вместе с, естественно, с этим Хеликсом уничтожена. 3 Гатлинга уходят налево, я так понимаю, встанут здесь на дежурство, если еще один какой-нибудь шальной Хеликс захочет зайти. Ну и бежит тем временем Лотос на перехват вышки. Неужели даст Бойко это сделать? Но тут ведь только один БМ, даже Гатлинга нет, а БМ просто не сможет отменить этого Лотоса. Да, все верно, Team Step сейчас эту вышку себе заберет. Так, слушайте, на карте ведь появляется еще и ядерная ракета. Team Step еще и поставил себе супер оружие, и таймер начинает обратный отсчет. Сейчас будет так давить по нервам Бойке. Ну что же, хорошая, отличная, я бы даже сказал бы шикарная сейчас экономика у Team Step. 3 саплая, 3 вышки. Есть нефтепереработка, но Бойко все-таки вышку одну себе назад-то забирает. Появляется еще один Хеликс на карте. Пехотой он загружен или нет? Да, загружен пехотой, нужно бункер учить, бункер выучен, и начинается война. Начинается война на центральном секторе карты, начинается перестрелка, уже дом уничтожается, пехота просто стреляет без прикрытия, также подходят близко сейчас танки, но танков у Бойки меньше, но все-таки удается пока Бойке сдерживать свои границы, залетает Хеликс, также помогает, пробил здесь по БМам. Ну, последний, правда, не удалось забрать, но Бойко пока что держится. Бункер очень хороший здесь настреливает. Так, но тем временем слева Гатлинг и Лотос идут вперед, а у Бойки уже, слушайте, 4-й ранг, у Team Step пока только 3-й. А вот этот Лотос вместе с Гатлингом как бы не идут под командный центр сейчас, и просто его не отменить, чтобы Team Step не выпустил свои повышения. Перестрелка на центре продолжается. Подошел слишком близко Бойко, здесь слева от домика наполучал, залетают Хеликсы, а ведь нет Гатлингов. Нет Гатлингов, есть только домик, 2 Хеликса, 1 с пропагандой. Ну и отлетает обратно Бойко, но все-таки прогнал Team Step, залетают мины, легли прямо под дом. Тем временем Гатлинг и пост здесь зашли все-таки на базу к Team Step, но уничтожается и 1, и 2. Ответные повышения. Это мины также, они попадают ровно на пачку Бойки. Ну и вот минное поле от Бойки также здесь лежит, рядом с границами Team Step, и полетел арт-удар. И летит он прямиком, как я понимаю, на пропаганду и военный завод.
И минус 2 здания разом. Шикарный арт-удар на самом деле. И военный завод нужно опять отстраивать. А их в активе у Тимстепа, между прочим, уже 3. Пропаганда также отстраивается. А тем временем арт-удар от Тимстепа попадает по саплаю и по пачке. Хороший залп. Ковровая бомбардировка пошла от верхнего бойца. Уже есть, значит, у бойки 5-й ранг. Да, все верно. И ковровка летит по зданию, по домику и вскрывается. Но можно починить. Саплтрак также один попал под раздачу. Можно починить этот домик и пехоту вернуть на место. А бойка тем временем уничтожил нефтеперерабатывающий завод. Вышка справа, кстати, была потеряна у Тимстепа. Скорее всего, бойка ее и уничтожил. Хеликсы пошли вперед. Ну и Тимстеп теряет. Теряет все-таки позиции. Ракетчики отступают. Армии здесь, ну я бы не сказал, что много. Пропаганда, кстати, уже почти готова. Ну и идет бойка вперед. Идет вперед, распродажа саплая. Ну тут и не так много добывать-то осталось, в принципе. Не так это и страшно, потеря этого ресурсного центра. А это, я так понимаю, Эми бомба летит. Ну-ка, и просто практически вся армия сейчас заморожена. Только 2 батлмастера остались не в заморозке, но есть 3 ракетчика. А ведь тут хеликсы. Летают хеликсы, да и наземная армия также есть. Бойка подтягивает еще батлмастера. Есть Гатлинг, идет вперед. Тимстеп пытается здесь сражаться, но часть армии переморожена, конечно. Какое-то количество юнитов было потеряно, но мало сейчас танков у Тимстепа. А как же противостоять-то сейчас бойке? Слушай, там еще ведь армия подтягивается. Есть хеликсы также на страже, но и нужно идти бойки дальше. Нужно пробовать, нужно проламывать своего соперника. Я так понимаю, что пытается сейчас бойка подъехать поближе к ядерной ракете. Нужно ее, конечно же, отменять, не дать Тимстепу сделать залп. Хеликсы заходят справа. Бойка заходит через центр, но и попадает в какое-то такое некое окружение, что ли. Слева и справа сейчас бьют. Хеликсы пытаются как-то помочь, но и Бойка предпринимает решение все-таки отступать. Да, получал он достаточно сильно. Успел отспамиться Тимстеп с 3 военных заводов и прогоняет своего соперника. Лотос забегает. Ну тут пост. Тут есть пост, Лотос палится и будет, я так понимаю, сейчас Бойка отменять ядерную ракету, но гатлинги, конечно, есть гатлинги и неудачная попытка от бойки отменить ядерную ракету. Лотос уничтожена. По вышке осталось у каждого из бойцов, и это все. НПЗ, напоминаю, уничтожена. Вышку справа также уничтожили. Экономика на карте уже кончается. Между прочим, у бойки слева на саплае осталось 4425. Так, тем временем повышение залетает и перемораживается. Перемораживается сейчас у бойки армия. И также идет сброс БМа как раз под ресурсный центр. Выходит новая Лотос. Что же будет этот БМ пробивать? Вот это вот большой вопрос. Ковровые бомбардировки пошли. Обмен, я так понимаю. Бойка не попадает по армии Тимстепа, а вот Тимстеп залетает достаточно хорошо. Минус бункер, минус казарма и минус батлмастер. Вот это недоконтроль. Конечно же, сейчас по гатлингу ракетчики настреливают. А БМ тем временем пробил по саплаю. Саплай пришлось продать, но он уже и не нужен. Добывать-то с этого дока нечего. На центре ресурсов также все меньше и меньше. Слева ресурсы кончаются. Можно с вами смотреть. Там уже меньше 4000 осталось. У Тимстепа тоже с ресурсами очень даже печально. Так, тем временем залетают мины. Ядерная ракета готова. Вопрос, куда будет ее Тимстеп сейчас запускать. Хеликсы возвращаются обратно на базу. Тимстеп занимается разминированием минного поля. Бойко здесь дал повышение. Нужно быть аккуратным, конечно же, не попадаться на оставшиеся мины. Армию свою беречь, ведь ресурсов на карте все меньше и меньше остается. Тем временем слева пытается Лотос пробежать. Вполне возможно, как раз таки опять на командник, может быть на военные заводы. Ну, там уже как получится. И минус саплай. Бойко пытался его продать, но не вышло. И полетела ядерная ракета, куда будет пробивать. По пачке попытался вдарить Тимстеп, но Бойко успел отступить. И Тимстеп врывается все-таки на базу. Какое-то такое некое перетягивание каната сейчас, что ли, у бойцов. Сначала один боец зашел близко к границам базы. Теперь Тимстеп и достаточно уверенно, слушайте, заходят. Минус электростанция, военный завод крошится. Минус БМ, ракетчиков нужно ликвидировать. Еще один военный завод минус. Батлмастер будет также сейчас уничтожаться. Саплтрак минус. Ну и нужно дальше идти, конечно, конечно. Минус Гатлинг. Батлмастер также минус. Бойко тем временем перехватил себе вышку. Ну как это ему поможет, когда ему базу громят? Пробиваются ракетчики, пытаются... Смотрите, как Бойко пытается высыпать гатлинги. Залетают хеликсы. И минус все котлы. И просто сейчас вся эта армия БМов будет ложиться от этих хеликсов. Вся подчистую. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же сейчас Тимстеп наполучал. Просто вся армия легла. Ну и база.
база у Бойки-то, как она погорела, конечно. Тут осталось-то не так много. И с деньгами уже тоже проблемы. Как теперь восстанавливаться, непонятно. Но есть у Бойки армия. Полетели арт-удары. Вот эту вышку, конечно, было бы неплохо сейчас тимстепу вернуть обратно. Полетел арт-удар и ковровка на вышку, скорее всего. А тут тем временем арт-удар по военному заводу, по пропаганде. Военник остается живой. Ну а вышка Бойки минус. Ну и все, у верхнего бойца сейчас нет никакой экономики. Вообще, между прочим, никакой. Да, печально. А тем временем ковровка от Бойки и минус 2 военных завода разом. Шикарная ковровая бомбардировка. Тимстеп перехватывает себе вышку обратно. Ну и катается Бойко рядом здесь с тимстепом, рядом с границами его базы. Ну есть здесь чем принимать эту армию. Не сказал бы, что много, но и у Бойки не так много юнитов. А Бойко тем временем, слушайте, ставит ресурсный. Да, здесь есть еще коробки. А сколько тут осталось? Ну, 2850 еще есть. Плюс в активе 3950 осталось на счету. Да, у Бойки. Аккуратно надо быть, конечно же, вот здесь. Здесь минное поле дал тимстеп. И БМ это было бы неплохо поберечь. Минус Батлмастер тимстепу. Бойко подступает здесь к границам. Но есть тут чем принимать. А где же Хеликс? А вот они три. Они летают просто здесь рядом с границами. И Лотос от нижнего танка, я так понимаю, будет пытаться сейчас забежать на базу. А к Бойке, возможно, отменять командный центр, чтобы больше не было никаких повышений. Бойко тем временем отступает, но и в спину наполучал. Потерял 2 БМ, а также минус красногвардеец. Хеликсы смещаются налево. Уничтожили здесь дом, ракетчика. Ну а Лотос-то бежит, слушайте. Бежит Лотос, а дозер это, наверное, единственный. Да, это единственный дозер. И если сейчас просто отменяется командник, уничтожается дозер, то и все. Больше командный центр уже не вернуть, соответственно, повышения не будет. А у тимстепа есть командный центр, есть ядерная ракета, есть в активе вышка. То есть, в принципе, можно сражаться. Также есть и наземные юниты, и достаточно много. То есть, в принципе, для данной минуты игры у тимстепа очень даже все хорошо. Саполтраки также пришли на дальняк здесь добыть оставшиеся ресурсы. Ну а Лотос все верно, да, она подходит как раз под командный центр. Ну есть тут и пост, есть Гатлинг, есть Батлмастер, но они далековато стоят, и Лотос-то отменить так быстро не получится, и все, и теряет. Теряет Бойко командный центр, и приходится тратиться, перестраивать новый. Пошел Гатлинг вперед, нужно пост, естественно, также туда подтягивать, полить эту Лотос срочно причем. И уничтожать. Хеликсы также есть справа, можно и хеликсами также ее выцепить, нужно их возвращать на базу, конечно. Пост подходит все ближе и ближе, Лотос остановилась, и Лотос сейчас просто палится. Полетели вновь повышение. Бойко здесь отступает. Лотос ликвидировали, а мины легли в аккурат рядом с военным заводом. Ну, конечно, здесь как бы уже пространство для маневра будет меньше. Полетела ковровая бомбардировка. Не попадает, правда, тимстеп по армии, но все-таки 2 БМ, я думаю, что да, закроет. Уже неплохо. Результат все-таки есть от этой ковровой бомбардировки. Минус 2 юнита Бойки. А с экономикой это все хуже и хуже. Отстраивается командный центр. Повышение у Бойки сейчас ответные, я думаю, также будут запускаться. Армии у Бойки также маловато. У тимстепа-то побольше будет сейчас юнитов. Плюс вышка есть, напоминаю. Плюс есть ядерная ракета. Плюс есть командник. Значит, есть повышение. Нормально. Летит эми-бомба. И эми-бомба не попадает. Юниты все целы. Летят мины, я так понимаю. Или это эми-бомба от тимстепа? Да, это Эми. Это Эми, и вся армия сейчас заморожена. Мины полетели от Бойки. Ну вот, на самом деле, очень вовремя эти мины прилетели сюда. И посмотрите, какой эпичный момент. Как по кругу башни танков сейчас крутятся и разминируют это минное поле от верхнего танка. Шикарно. Просто очень эпичный момент. Ну и тимстеп не стал идти вперед разбивать армию Бойки, потому что тут хеликсы. Тут хеликсы и всего лишь 2 Гатлинга. Бойко все-таки решается ворваться. Да, пробил и пробил хорошо, но правда с потерей одного хеликса. Раз, два, три, 4, 5 юнитов уничтожил. Неплохо. Слева тем временем Гатлинг плюс пост. Уничтожается пост нижнему танку. Ну тут есть армия. И тимстеп, в принципе, должен зажимать сейчас Бойки эти 2 юнита и просто их уничтожать. Ну а Бойко времени-то не теряет. Слушайте, идет вперед. Идет вперед оставшейся армии. Также залетает ковровка по военному заводу. Да, БМ 2 гатла остается жить, но военник-то почти добил. Гатлинг заходит, но Гатлинг убьют. Еще армия также подтягивается. Справа юниты уничтожены, но с потерей хеликса и пробивается ядерная ракета. Вот зачем Бойко пришел. Он пришел за ядеркой сюда. Не дать бы ее запустить, но она все-таки взлетает. Но здание уничтожается. Армия, правда, Бойко всю свою также теряет.
Ну, я даже не знаю, куда же ударит ядерка. Ядерка бьет по филду. Также справа была казарма. Казарма минус. Остается слева только электростанция. Остается также ресурсный центр и командник. Зданий все меньше и меньше у верхнего танка. И минус гатлинг. Минус гатлинг, здесь стоит пост, но пост, похоже, пустой. Есть хеликс, и похоже, что это и все. И минус сапплай с помощью арт-удара. И ответный арт-удар от верхнего танкиста. И минус вышка. Ну и все. Получается, что с экономикой сейчас у каждого из бойцов все. Так, тем временем ковер, но распродался заранее. Бойко, военный завод был продан, а ковровка даже и не долетела. С помощью хеликса Бойко ее все-таки уничтожил, но на всякий случай распродался. Отступает бульдозер. У Тимстепа здесь достаточно хорошая армия. Мне кажется, что сейчас этой армии нужно наступать. Сбрасывается также БМ в общую пачку здесь. Пост просто дежурит, разведка. Есть командник, но нет радара. То есть миникарта сейчас у Бойки отсутствует. А вот будет ли он тратить деньги на изучение этого радара? Это вот большой вопрос. Денег-то все меньше и меньше. Ставится казарма и бункер. Будет, видимо, свой командник Бойко пытаться защитить. А Тимстеп идет вперед. Здесь слева минное поле, но это минное поле от нижнего танкиста. Здесь также от Тимстепа минное поле, то есть бояться в принципе нечего. Бункер отстроен, засаживается туда ракетчики, готовится Бойко сейчас к обороне. Хеликс пока отступает, так он еще и наполовину каленый. Слушайте, ну вот справа тут еще ракетчик есть, можно попробовать подтянуть на защиту, но поможет ли это сейчас Бойке? Это очень как большой вопрос. Мне кажется, что эта армия уже должна Бойку просто уничтожать до основания. Пробивается командный центр и взлетает ковровая бомбардировка, которая не попадает-то толком по армии. Только один БМ был уничтожен, но остальная-то выживает. И пробивается командный центр. Все, и денег у Бойки на строительство этого командника также нет. Минус электростанция, осталось только одно здание. Вновь отстраивается казарма. Пост пришел от Бойки на разведку. А что же тут у Тимстепа? 4 здания, 3 ракетчика на защите. Пост, я так понимаю, что он пустой. Да, он пустой, этот пост. Ну а Тимстеп просто сейчас Бойку добивает. Ракетчики здесь пытаются пробить по пачке, почти убили гатлинг, но Бойко идет на базу к Тимстепу, убивать его с помощью одного всего лишь хеликса. Дает каркас казармы и просто этим хеликсом будет пытаться сейчас хоть что-то сделать против Тимстепа. Остается здесь командник и электростанция. Всего лишь 3, слушайте, ракетчика. Может быть, есть смысл как-то попробовать с этими ракетчиками-то посажаться, но заранее бы высадиться. Тимстеп отступает обратно. Тут остался только один бункер. Высаживается пехота. Нужно стрелять срочно по командному центру. Падает хеликс и ковровкой закрывать пытается Тимстеп пехоту, но только один ракетчик здесь теряется. Хеликс падает, пост уничтожен. 3 ракетчика против 4, командный центр-то бьется, разделяется армия сейчас. У Тимстепа идут гатлинги на базу, но успеют ли они дойти? Осталось всего лишь мало. Так мало хп сейчас у Тимстепа, и все-таки Тимстеп проигрывает. Нас разгромили. Все-таки проигрывает Тимстеп, и Бойко в достаточно такой сложной, очень даже, наверное, трудной такой ситуации все-таки смог все-таки вырвать эту победу. Вот, ну, молодец, это очень круто. Последним хеликсом с 4 ракетчиками все-таки дотянул он все-таки до победы. Ну, красавец, молодец. Но, на мой взгляд, все-таки, наверное, можно сказать, что это равная такая игра получилась, но какой финал, действительно, грандиознейший просто финал. И мне кажется, этот реплей действительно тянет вот на бой года. И я очень рад, что он оказался у меня на канале. Вполне возможно, вы где-то уже этот поединок смотрели, но я очень хотел его записать и выложить его на канал. Мне кажется, что он должен просто здесь быть. Ну что же, напоследок мне бы хотелось бы сказать несколько слов о будущем этого канала. Вероятнее всего, наверное, 90%, что это последнее видео, в которое я делаю, в котором я, наверное, принимаю участие. Почему? Потому что моя жизнь развернулась, наверное, уже на 360 градусов, но я уже смотрю на нее немножечко другими глазами. У меня изменились семейные обстоятельства, то есть есть моменты, скажем так, я не буду сильно вдаваться в подробности, но все стало как стало. Теперь, наверное, уже приоритеты поменялись, и
навряд ли я уже буду что-то выпускать, потому что мое время на генералы закончилось. Я бы сказал даже, моя война в мире генералов окончена. Но надежды я не теряю, возможно, все-таки что-то я буду здесь выпускать, но на сегодняшний день пока ситуация обстоит так. Но если кому-то стало грустно, не спешите грустить, мы очень круто с вами провели время. Собрали очень большое, на мой взгляд, количество просмотров, почти 700 тысяч, почти 200 видео на канале, больше 3500 подписчиков. Я считаю, что это очень даже хороший результат. Спасибо вам, наверное, за это время, это было здорово. Наверное, даже стоит попросить у кого-то прощения, если не оправдал чьих-то ожиданий или кого-то обидел. Я человек резкий, прямолинейный и вполне возможно иногда совершаю какие-то необдуманные поступки. Но как есть, так и есть. Еще раз повторюсь, такова жизнь, как французы говорят. Ну что ж, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Канал Alex General в этом году заканчивает свою работу. И по традиции помните, что всегда из любой ситуации есть выход.